Итак, друзья мои, всем доброго вечера или доброй ночи. Значит, включаю вспышку. Этот алтарь, он предназначен совершенно для другой работы, которую я никак не могу заснять. Вот никак у меня времени нет. Во-первых, хочу сказать спасибо за эту прекрасную фортуну в африканском стиле. Это мне отправила Татьяна сегодня. Спасибо огромное. Очень необычная фортуна. Кстати, вы заметили, сколько фортун появилось вообще разновидностей. Раньше столько не было. Сейчас вообще много появилось. Ну, видимо, спрос рождает предложение, потому что народу много просящих фортуну. Вот она и, собственно, создается. Сейчас я исправлю. Дорогие друзья, последние несколько дней буквально забомбили меня. Ну, вот дайте, пожалуйста, ритуал жрицы любви, она куда-то исчезла. Я думаю, да не было такого ритуала, я не называла такой ритуал, ну, не помню я такой ритуал. Какой, когда, чего? Я говорю, ты не можешь найти, скинуть? В общем, поискали в нашем сайте, нашли. Оказывается, Яна так переименовала этот ритуал, жрица любви. Я думаю, блин, что за жрица любви? Первый раз. Вот. Когда я вела прямой эфир, я сказала, сейчас не помню на какую тему, я сказала, ну, для женщин, которые работают в этой сфере, я могу порекомендовать некий ритуал, раз уж вы очень сильно хотите. И Яна, чтобы не потерять вот это все, написала, в общем, название «Жрица любви» и поместила на сайте. Но отдельно этого ритуала не было. Там ритуалом ты не назовешь, там маленькие наброски, можно сказать, заговор, да, такой. Но поскольку наши жрицы любви очень нуждаются в этом и забомбили меня, я думаю, давай выставлю. Что касается того, что будут сейчас гавкать, вы знаете, и так гавкают. Нехай погавкают еще. Господи. Прям и так на все гавкают. Не так посмотрела, не туда посмотрела. Ногти были не такие, свечу не там поставила, это слово не туда вставила. В тот день нарочно сказала, принимайте лекарства анальным путем, тут же спохватились. Ой, она вот так сказала. Да я прекрасно отличаю оральные и анальные пути, извините за выражение, но в тот момент просто решила пошутить, то есть так вот поставить место некоторых людей. Тут же узнали, записали уже, вот, поэтому если уж так сидеть и думать, ой, что-то опять что-то скажут, да они и так скажут. Ты хоть даже с места не двигайся, они все равно что-то скажут, знаете, потому что тот человек, который ни хера не делает в своей жизни, он никогда не ошибается, он всегда все точки ставит куда надо, говорит как надо, потому что ее никто не знает, не слышит и знать не знает. Очень умиляет, когда некоторые люди сидят, знаменитости обсуждают, да, как они должны были жить, и что они должны были делать, и как они неправильно сделали. Хочется спросить, а ты кто вообще есть-то, чтобы кого-либо обсуждать? Ты сама в этой жизни чего добилась? Ты знаешь, что такое достигнуть чего-либо в этой жизни, каким трудом, через какую кровь люди к этому идут? А ты сидишь с умной рожей, ой, это не так, это неправильно сделали, это вот не туда пошли, это не за того вышло. Какое твое собачье дело, кто как чего правильно сделал? Так вот, о жрицах любви. Дорогие друзья, знаете как? Если честно, мне этих женщин жалко. Жалко, потому что я представляю, насколько душа загажена. Потому что, не все мужчины ведут себя достойно, не все мужчины есть мужчины и вообще как люди. И очень много идет туда психбольных и с отбитой психикой существ, которые хотят сорвать свою злобу на них, да, и как бы самоутвердиться. И сказать, что я не сочувствую им, было бы неправильно. Я им сочувствую. Но в некоторых странах, например, публичные дома сделали официальными, и эта официальность публичных домов, оно стало более, как бы, большей защитой для подобных женщин. То есть они проходят там определенную медкомиссию, они
проходит. Даже в Турции есть теперь в некоторых городах официальные, скажем так, публичные дома. Александр Македонский возил вместе со своей армией публичный дом. И помните, да, Таисию Афинскую? Почему он это делал? Потому что молодые мужчины во время войны должны пустить свой пыл куда-нибудь. И чтобы не было грабежа, насилия и прочее, прочее, они просто свои деньги отдавали этому публичному дому, который платил налог, но заодно и никого не трогали. То есть они получали свое там, где надо. В некоторых странах предлагают такое сделать. Вы знаете, мне кажется, что это честно и правильно. Вот говорите, что хотите, все равно они на трассах будут стоять, все равно они в подворотнях будут стоять. Так не лучше ли, если за городом официально есть такое место, где пускают только тех, кому за 18, женщины, пройдены медкомиссии, такие нормальные. Ну вот так вот они выбрали свою дорогу, и никуда не денешься. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я знаю такие женщины ко мне обращаются, и обращались, и будут обращаться, покуда стоит мир. И даже мужчины-ханжи, которые сейчас скажут: ой, да вот как не стыдно, вот ритуал для таких женщин, фу, как это самое. Они самые первые, которые бегут к таким женщинам. Понимаете, они больше всех пользуются услугами таких женщин. Хотя они могут сказать: ой, как не, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это двуличные лицемерные ханжи. Поэтому терпеть не могу таких мужиков. Вот они хуже баб. Они сказали, там, потрындели и побежали подешевле кого-нибудь найти. Так вот, что я хочу вам сказать, что гетеры древнегреческие, которые выдавались потом замуж за очень богатых людей. Я хочу сказать, что китайские гейши, которые славились не просто тем, что доставляли удовольствие мужчине. Во-первых, туда мужчины шли не только за вот телесными удовольствиями, они умели петь, танцевать, они умели, значит, знали много стихов. Мужчина шел туда отвести душу, отдохнуть и как бы скинуть стресс с себя. Вот их предназначение. Но потом, чем дальше, тем больше дешевизны в этом всем. Конечно, это очень, скажем так, страшное, опасное ремесло. Да, конечно, есть трафикинг женщин. Но мы сейчас не говорим о тех женщинах, которых ловят и увозят, о тех женщинах, которые попадают в это рабство. Ничего хорошего и светлого в этом нет на самом деле. Но есть женщины, которые сами выбрали эту дорогу, добровольно они пошли на это. Почему они это сделали? Давайте судить не будем. Судить не будем не потому, что там есть христианская заповедь «не суди, не судим будешь», а потому что это их тело, они мне не мешают. Понимаете, я считаю, что лучше уж пусть она пойдет себя продает, чем она будет грабить банки. Понимаете? Конечно же, должна быть склонность к этому. Давайте уж до конца уж тоже не будем оправдывать, что вот, от безысходности, бедные несчастные, куда им деваться. Туда идут женщины, во-первых, не умеющие отказывать. Вот если кто-нибудь знал, или бывших вот таких, да, которые когда-то по молодости были, или вот в настоящее время, это женщины, не умеющие отказывать, это женщины безвольные. Какие бы они ни были, красавицы, умницы, там, с 3 образованиями, это женщины, которые за себя стоять не умеют. Скажем так, слабые напередок. У нас была одна такая, напилась и говорит: ой, девки, ну что вам скрывать-то? Да, вот я сейчас замужем, все хорошо, муж хороший. Ну, девки, знаете, вот по молодости, ну, кто просил, всем давала. Ну, вот такая была девки, ну, что делать? Зина, между прочим, очень хорошая женщина. Очень добрая, вот чего не попросишь, сделает с открытой душой. Ну вот, девки, вот такая была. Кто просил, всем давала. Ну что теперь делать? Не умела отказывать, всех жалела. Очень жалостливые.
Так вот, да, безотказная Зина облигация. А я о том, что есть определенная категория женщин, которые попадают в сети, вот этого вот круговорота, потому что у них не хватает воли. Есть такие моменты в жизни, когда женщина попадает просто куда-то, деваться некуда, скажем так, некуда деваться, да. Сейчас, секунду, я отключу, чтобы не мешали. Вот приехала она, осталась без паспорта на улице. Да, тоже не оправдываю. Тоже есть выходы, много разных выходов. Но вот она выбрала, как нам кажется, самый легкий, но самый страшный выход. Самый страшный, который может существовать. Понимаете? Ужасный. Но, скажем так, знаете, я всегда говорила так. Вот такие женщины, которым есть было нечего, и они шли на трассу, они еще исправимы. А те, которые изменяют любящему, достойному мужу, они хуже, чем эти трассовые. Потому что вот эта вот грязь, это уже внутри них. Возможно ли из бывших сделать хорошую жену? Возможно. Вполне возможно. Возможно, потому что они устают от этого всего. Они хотят стабильности. Это затягивает, понимаете? Никуда не денешься. Люди знают, узнают. Куда бы ты ни переехала, но со временем, год, два, три, найдется тот, который вспомнит тебя, где-то видел. Ну, куда ты поедешь? Не на Северный же полюс. В любом случае, это все узнается. Это от того, что рядом были непорядочные мужчины, которые пользовались этой женщиной. Вместо того, чтобы помочь и вытащить из бездны, они этим пользовались. Помните 90-е, когда женщины бежали за защитой в милицию, а в милиции в первую очередь ими пользовались, понимаете? То есть во многом, когда вы сидите и осуждаете этих женщин, во многом конченое грязное общество тоже виновато из-за того, что эти женщины не смогли выйти из этой грязи, не смогли. Застряли там и остались. Так вот, гетеры, гейши и прочее, прочее. Когда они вообще стали существовать как официально женщины, продающие себя? Понятное дело, что это старо как мир, это самая древняя профессия. И пока есть потребность в сексе, будут те, которые это будут предоставлять. А потребность будет всегда, покуда живы люди. Но первые вообще официальные продажные женщины, храмовые жрицы любви, появились в древнем Вавилоне. Почему они появились? Считалось, что богиня Астарта настолько ненасытна в этом вопросе, что она настолько желает земных мужчин, что не может без этого обойтись. Ему нужна мужская сила и энергия. И женщины, служа ей, предоставляли свое тело и говорили, что через их тело Астарта получает мужскую энергию. Хватит вот эту вот хрень, кто не грешен, пусть бросит камень. Я не грешна. Я, например, никогда не задумывалась продавать свое тело. Хорош. Все, что нужно, я уже сказала и в защиту их, и в обратную сторону. Прошу не дополнять, хорошо? То, что я говорю, что мы не должны судить этих женщин, это не говорит, что это наилучший путь для того, чтобы жить. Это им мучиться. Я не сужу тех, кто мне не мешает, понимаете? Это ее тело. Она может с этим телом делать все, что угодно. Понимаете? Она может с этим телом делать все, что угодно. Это ее путь. Я еще раз говорю, мы не говорим о сексуальном рабстве. Мы не говорим о том, что, скажем так, их крадут и бьют, и специально заставляют. Мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что женщины, которые избрали эту дорогу, да, вот про это мы разговариваем.
Никто не говорит, что это прекрасно, замечательно и лучше всех. Я говорю, откуда это пришло, почему это происходит и какая категория женщин попадает в эти сети. Пожалуйста, я попрошу вот ваши вот эти вот дополнения оставить при себе. Мы в них не нуждаемся. Я уже сказала все, что надо. Это не то, что не наилучший выход, это тупой выход из ситуации. Тут же подумать, продавать свое тело. Просто на первый взгляд женщинам не очень разумным, все женщины, которые в этой сфере, они ищут некое оправдание, они говорят, что ну раз уж мужчина покупает нашу любовь, значит мы чего-то стоим, знаешь ли, не за каждого мужчину заплатят, то есть не за каждую женщину заплатят. И мужчины есть в этой сфере, кстати говоря. Вот, то есть они пытаются каким-то образом оправдаться перед своими же глазами, понимаете? Но не обязательно, чтобы продавали, стоя на трассе. Есть женщины, которые живут за счет мужчин, за счет любовников. Чем они отличаются от тех же путан? Мало чем. Мне одна говорила, ой, мне там помогают, вот сначала, ой, эти кавказцы, потом начала про кавказцев уже рассказывать. Ой, вот и мне помогают, вот, я говорю, объясни мне, пожалуйста, что значит мне помогают? Здравствуйте. Как это можно понять, помогает? Ну вот как ты просишь помощи у мужчины после того, как провела с ним ночь? Вот объясните, я хочу понять. Ну вот я ему говорю, а ты не хочешь мне там сделать подарок? Вот, и он там кидает мне сумочку, деньги, говорит, значит, ой, опять тупой вопрос. Как проституция влияет на женщину? Ну, никак не влияет. Она цветет и пахнет. А как вы думаете, как она влияет-то? Когда в день у тебя по 40 мужиков, как она на тебя повлияет? Как ты считаешь? Так вот, я... Отстаньте. Я, говорит, ему говорю, не хочешь ты мне помочь материально? И он там кидает в сумку. Я говорю, обалдеть. Так ты что, работаешь это? Нет, почему? Мужчина мне помогает. Так это не помощь мужчины. Ты провела с ним ночь, и ты говоришь, давай плати теперь. Это так получается? Это разве не то же самое, что стоит на трассе? Хотя бы на трассе это, знаете ли, честно как-то, знаете, не скрывает человек, чем занимается. Я извиняюсь, секунду, сейчас на зарядку поставлю, я боюсь просто не... Да, время. Сейчас, секунду. Ну а что здесь такого? Тут же ничего такого нет. Я говорю, ты знаешь, если утром мужчина, проведя со мной ночь, утром кинет мне в сумку деньги, он получит за это пощечину и больше меня не увидит. Это как понять, что это прекрасно и хорошо. Вот еще один тип подобных баб. Но они намного хуже, чем те, которые честно говорят, да, утром деньги, вечером стулья. Значит, поскольку мне и до этого писали и просили женщины, ну, не буду называть из каких стран, не хочу подчеркивать, это некрасиво, ну, из определенных стран СНГ. Спасибо, благодарю, очень приятно. Так вот, из определенных стран СНГ женщины, которые едут... Ну, в общем, поехали, сейчас живут в Ереване. Ну, я сама, то есть я армянка, но я не знала, что в Ереване есть такие хорошие места. Мне сказали девушки, ну, оттуда, которые туда поехали. Поехали они, ну, блин, ну, не хочу эти страны называть как-то некрасиво, да. Из стран СНГ, вот так вот скажем. И как они начали перечислять, я охренела. Я говорю, боже мой, это неужели так? Да. У вас же мужчины очень часто едут в Россию, зарабатывают. Особенно у них такие сезоны есть, очень урожайные дни. Поэтому вы же, пожалуйста, за них сильно не переживайте, что они там очень мучаются, переживают за это. Нормально они себя чувствуют, господи.
Меня одна женщина там скинула и говорит: Инга, спасибо вам большое, что хорошо. Спасибо вам большое, что вы вот выложили тогда этот ритуал. Мне очень помог. Вообще, я работаю в этой сфере, сказала она. И показывает, значит, дома из красного кирпича. Я, блин, столько работаю с утра до ночи, с ночи до утра. Я такие дома себе позволить не могу. У нее там замечательный дом, бассейн, значит, все на свете. И она говорит, все заработано, вот сказала, каким местом. Все, говорит, заработано честным трудом. Честно, вот это, вот как ни крути, но это более честный труд, чем стать депутатом и обворовывать народ. Она же не у меня украла. Вот реально, давайте вот честно сейчас положим руку на сердце и скажем, она честнее, чем те депутаты, которые нас оббирают. У нас каждый раз берут за ремонт подъезда, за все, никогда никакого ремонта не было, никто ничего не красил. Я считаю, что они намного честнее, чем те депутаты, сенаторы и прочие, которые с нас это все забирают. Потому что она свое тело продает, она у меня не берет ничего, понимаете? Она мне вреда не наносит. Я не говорю, что это хорошо. Это очень страшная судьба, очень. Но она чище, чем эти депутаты. Чище, потому что она не украла ни у тебя, ни у меня. Она себя продает. Это ее жизнь. Понимаете? Так вот, для трудящихся, так сказать, любовного фронта выкладываем ритуал. Но хочу вам сказать, что не только для трудящихся именно любовного фронта. Ну, честно, да. Ну, не очень правильно, но честно, да. Значит, смотрите, дорогие женщины, это может использовать и те женщины, которые танцуют в ночных клубах. Хотите, обижайтесь, хотите, нет, вы такие же жрицы любви. Почему? Потому что вы пробуждаете в мужчине страсть, похоть. На это все и рассчитано. Понимаете, на это рассчитано, чтобы мужчины приходили туда, вот эти танцы им нравились. Мужчины, да, Артур, мужчины тоже есть, зарабатывают, но они тоже могут обращаться. Точно так же, только называя вместо слова мужчины, женщины могут они обращаться к богине Астарте. Ну, просто, ну да, есть и мальчики по вызову, да, есть. Никакие ТКУ не надо тут мне. Есть и все. Не завидуй мальчикам. Ну, есть, блин, ну а что теперь сделать? Ну, если есть, вот, да, если есть это, вот девушка идет и отдается за деньги какому-то мудаку, толстому, противному, мерзкому мужику. Извините меня, бывает же такое, да. Какая разница? Вот мальчика вызвали к толстой, противной бабе. Но деньги ему платят. Вот и все. Оставьте меня в покое. Сейчас я не буду все это объяснять. Они считают это работой точно так же, как и порнозвезды. Для них это работа. Они видятся со своими партнерами, проводят дни рождения, там целуются и так далее. Но, между прочим, хочу сказать, что самые целомудренные, самые достойные туристы как раз вот эти женщины и мужчины этой сферы. Потому что они уже настолько перенасыщены, им ничего не надо. Вот вы улетаете в Турцию за этим делом, они улетают в Турцию просто отдохнуть, полежать у моря. Знаете, возле моря в Одессе мужик увидел красивую женщину и говорит: девочка, можно с вами познакомиться? Она такая: ой, опять. Слушайте, мужчина, вы где работаете? Я на заводе, перед станком, у меня в станке стою. Ой, ну вот представь, ты приехал вот на море, да, и вот по всему берегу станки, станки, станки. Слушай, мужик, дай мне полежать, пожалуйста, на песке, иди отсюда. Вот это самые целомудренные отдыхающие. Потому что им это 100 лет не надо. Понимаете, вот в чем дело-то.
Так вот, хочу вам сказать, что я обо всех думаю. Я думаю обо всех людях, и мне всех людей жалко, и людей вот этой категории более всего жалко, потому что я понимаю, насколько они ломают свою судьбу, насколько они ломают свою душу, свое тело. Понимаете? Я о них тоже думаю. Мне их тоже жалко, этих дур. По-другому их не могу назвать. Потому что я знаю таких женщин. Такие женщины ко мне обращались. Это хорошие люди. Внутри них очень много доброты. Они до наивности хорошие женщины есть среди них. Не все, конечно, но среди них есть очень наивные, очень безобидные, но которые попали в такую ситуацию, все, и этот водоворот их затянул. И они всю жизнь так и живут. А есть те, которым я помогла выйти замуж, выйти из этого всего. Я считаю, что вот если хоть одной женщине я смогла помочь выйти из этой грязи, из этого опасного болота, значит, я не зря живу на земле. Не презирайте никого, кем бы этот человек ни был, хоть бомж на улице, хоть кто. Я не говорю, что вы должны подойти, там их обнять, любить, нет. Но не презирайте, нельзя. Не потому, что это вернется вам или не вернется, нет, это выбор, личный выбор каждого человека, но не презирайте, потому что вы не знаете, что иногда и их, знаете, толкало на улицу. Есть очень страшные судьбы. Есть очень жуткие судьбы. Есть такие судьбы, когда дома отчим насиловал их всех, издевался, и она пошла на трассу просить о помощи. Я же вам говорю, что очень часто такие девушки попадают из-за недобросовестных, конченых мужиков. Когда они просто просят помощи у мужчину, дяденьки, там, взрослого 40 лет, а этот дяденька, не постеснявшись, ведет ее в кусты, девочку 15-летнюю, и говорит, что я тебе дам денег, если ты вот мне отдашься, только тогда я тебе помогу. Понимаете, это общество звериное иногда делает таких людей вот такими. Когда люди идут за помощью, а получают, что их опять же используют, видя, что этот ребенок беззащитный, видя, что мать алкашка конченая, что там есть подонок какой-то живет в доме и так далее. И вместо помощи этот ребенок получает еще больше насилия. И в итоге просто она плюет на это общество и говорит: ради такого общества сохранять лицо-то я плевала на вас. Я буду делать, что хочу. Мы озлобляем иногда таких людей. Понимаете, в чем дело? Поэтому о чем я говорю, что есть те, которые выбирают это, потому что хотят красиво жить, красиво одеваться, все на свете. Вот у нас здесь когда-то на 17 этаже был бордель просто, да, поднимались такие противные мужчины, все время в лифте смотрел на них, фу, блин, аж тошнит, и они туда идут, пьяные там вообще, вонючие. Потом я увидела их, две девушки южной внешности. Давайте вот не будем думать, что вот это присуще только одной национальности. Это очень большая ошибка. Вы очень сильно ошибаетесь. Вы можете там встретить таких вот национальностей, которые очень строгие, очень-очень, что ты говоришь. И они потом едут, находят в каких-то селениях какого-то барана, говорят ему, что они нецелованные, 500 раз зашивают это место и выходят замуж. И так ты, вот такая святая женщина, даже не пользуешься таким уважением, как та, которая пол Москвы знала. Я вот спускаюсь, значит, и смотрю их, увидела там, видать, вот этот сутенер или кто он там, ведет их, парень, и говорит: девки, девки, давайте быстрее, работаем, работаем, времени нет, работаем. А девки такие красивые, вообще, такие одетые, все в мехах, блин. Смотришь, думаешь, ни хрена себе, я тут пошел как собака. А они, блин, поехали, утром поехали, там ночью поехали, утром вернулись. Богатые женщины каждый день могут себе позволить машину купить. Конечно, я не завидую им, это страшные деньги. Но, с другой стороны, так думаешь,
Ни хрена. Кто из нас дура-то? Вот получается. Блин, тут сиди, слушай эти сопли сутками. Ой, помогите, муж ушел, соседи бьют, спасите, помогите. А там, блин, нормально поехали, потанцевали, траливали, приехали себе. Вот и все, собственно говоря, да? А что, потом она пойдет, зашьет себе нормально, найдет в какой-нибудь ауле какого-нибудь ишака, и он там радостный. Ой, моя жена, святая женщина, девушка, нецелованная. А что, нормально? А может, они и правы, и хорошо. Вот так и надо с дураками и поступать. А то, что вы, извините меня, всю жизнь храните верность мужчине, каждый божий день слышите, что ты шалава, проститутка, это что, лучше? Пойдемте дальше. Так вот. Да все можно зашить. Зашить так, что, блин, хрен туда заглянешь. Нормальная тема, жизненная. Как зачем зашивать? Затем, чтобы этот баран потом ходил и всем говорил: моя жена была девственницей, нечего тут. Вот как зачем? Интересный вопрос. Зачем? Затем так надо. Кто не знал, знайте. Между прочим, Дагестан весь разбогател. Все врачи там трехметровые особняки эти построили именно на этом деле. Зашивании девушек. Перед свадьбой бегом летят за 6 дней за любые деньги. И поехали. И потом начинают писать: ой, вы русские гулящие, это самое не то, что... Знаете, что я вам скажу? Я говорю: успокойтесь, женщина. Успокойтесь, пожалуйста. Всех мы знаем. Все как, чего и куда и что, не надо мне. У нас одна знакомая, знакомая как через дорогу, соседка была, тоже пришла, и по традиции армян несут красное яблоко, как знак того, что привели девственницу. Ой, смеялся все село, блин, однако, потому что она продавала своих детей, 3 детей у нее были. Да, ждут, конечно, очень. Так и у нее было 3 детей от разных мужиков. А ее привели, и вот все с простынью ходила свекровь, махала всем соседям в нос. Вот, посмотрите, девушку привели. Ага, очень хорошо. Все. Пойдемте далее. Если мужчина принял женщину, значит, он имеет на это право принимать, собственно говоря. Мы не имеем права туда лезть. Но только я не люблю, когда... Знаете, после 20-го аборта резко становятся девственницами и начинают всем ярлыки вешать. Вот это мне не нравится. Я не люблю лицемерных ханжей, которые, ты знаешь, какой у нее прошлое, она сидит: ой, это вот такая, это вот сякая. Ты на себя посмотри, пожалуйста, на себя, кто ты есть и кто ты была. А то, знаете, пристроит свою задницу и начинает уже всем вешать эти эпитеты. Да, это просто еще и хранят в сейфе. В сейфе там, где деньги воркуют. Я не знаю, уже лица любви там мускулы развиты или нет. Честно говоря, я их услугами не пользовалась, но, наверное, вам виднее. Я уж не знаю, какие там мускулы нужны, но у женщин есть такая физиологическая особенность: чем больше у нее это происходит и с разными мужчинами, тем быстрее стареет ее тело и больше раскрывается. Поэтому давайте вот это не будем, что у жриц любви просто там это вот красота. Пойдемте дальше. Значит так, дорогие люди. К жрицам любви относится любая женщина, которая своей профессией, профессиональной деятельностью пробуждает в мужчинах страсть, желание. Это может быть женщины, которые вот эти, это может быть женщины, которые танцуют, это могут быть женщины стрип
клубов и так далее. Это жрицы любви, все. Все, кто работает, кто получает свою прибыль, свои деньги от перевозбуждения мужчин. И чем больше мужчин туда тянется и приходит, тем больше зарабатывают эти женщины. Тем больше они популярны, тем больше им платят, тем лучше отношение к ним, потому что они нужны. Так что, уважаемые люди, теперь я значит, вам объясню, как это нужно проводить. Но с дополнением к тому ритуалу, потому что там я просто сказала примерно, как можно сделать, и дала такой маленький заговор. Теперь послушайте меня. Женщина, которая работает в этой сфере, может держать у себя статую Астарты. Может, но только для вот этой работы, для этих просьб. Потому что Астарта, вы не забывайте, что она помимо всего еще и богиня войны. Если эти женщины хотят, чтобы у них была защита, чтобы с ними ничего плохого не случилось, чтобы их не искалечили, чтобы физически они не пострадали, потому что там очень много с отбитыми мозгами есть товарищей, да? Если они не хотят быть искалеченными, то покровительство Астарты им очень нужно, потому что... Послушайте, уважаемые, я хочу вам сказать, что очень многие жрицы любви стали царицы, королевы и императрицы. Давайте не будем. Феодора Зоя, которая говорила: «О, Боже, почему ты мне дал несколько отверстий всего? Я не могу никак успокоиться», — говорила она, и выступая на арене цирка, спала с мужчинами, с их рабами, с их прислугами и не могла найти покоя. Феодора, которая святая христианской церкви, потому что давала много подачек церквам. Знаете, церковь, она построена как? Вот даешь деньги, и ты святая, хоть чем занимайся, им пофигу. Главное, деньги принеси, давайте вот это вот. Так вот, Феодора была бывшая гетера. Одна из прославленных гетер. Жена этого Комода, одна из грязных и прославленных гетер. Таисия Афинская, возлюбленная Александра Македонского, одна из известных гетер. Что еще вам сказать? Ева, значит... Эва, как сейчас помню. Эва Перон, которую назвали святой, которую считают святой Аргентины. Девочка из трущоб, которая через постели, через мужчин достигла до президента. И благодаря ей он выбирался на уже сколько сроков. Эва Перон была точно такой же гетерой, продажной женщиной. Многие звезды эстрады, многие звезды, многие актеры, многие известные личности, известные политики, очень многие как раз через постели поднялись. У них было что-либо такое, за что мужчины были готовы для них делать все. Понимаете? Если так хорошо посмотреть, не красавицы-то они были. Та же самая Мария Каллас, которая сводила с ума мужчин. Понимаете? Та же самая Мата Хари, которая была средненькая, некрасивая, какая-то непонятная. Матильда, любовница Николая II. На кого она похожа? Зубы далекие. Вот смотришь по нашим меркам, вообще не красавица. На кого похожа? Османские султаны каких жен делали главными и каких жен после себя ставили султаншами? Что, очень умных и достойных? Османские султаны брали и делали главными тех женщин, которые давали им в постели удовлетворение. Понимаете? Удовлетворение они не по уму судили, по душе или по личным качествам и достоинствам. Любимицей становилась та женщина, к которой они часто шли, понимаете, с которой они часто спали, которая давала им удовлетворение. Вот и все.
Так что давайте вот это вот ханжество. Ой, ой, это вот нехорошо. Ой, это же не это. Ой, как же так? Ой, 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 ой. Многие, очень многие есть жрицы любви, невзирая на то, что они там замужем или что. Именно на этом они и идут вперед. Они поняли свою женскую силу и это используют по полной программе. А вы сидите и давайте же работайте с утра до ночи. Хотя нет, я согласна работать с утра до ночи. Ну его нафиг. Не хочу пачкать ни свое тело, ни свою душу. Но каждый по-своему, понимаете? Кто-то может это пережить. Конечно, первый раз они плачут до утра, хотят повеситься, начинают пить, а потом привыкают. Человек ко всему привыкает. Человек в аду живет, привыкает. Человек живет в концлагере, привыкает. Привыкают, понимаете? Привыкают, вот у них это их образ жизни. Ничего не сделаешь уже. Это их жизнь. Кто-то становится, опускается на самое дно жизни, начинает колоться, пить, уже становится просто вот это вот трассовая. Кто-то держит себя, кто-то остается элитной. Понимаете, каждый по мере своего желания остается на плаву. Но все они жрицы любви. Значит так. Давайте начнем. Здесь, еще раз говорю, здесь алтарь не тот. Я еще буду снимать другой ритуал. Но вот никак не соберусь, никак. У меня такая усталость, я работаю, потом опять сажусь, что-то вроде опять делаю, но никак не могу сосредоточиться, начать. Видимо, устала просто очень. Да, вот если учесть, что Чичалина была депутатом итальянского парламента, я вас умоляю. Так вот, можно со статуей Астарты, можно без статуи Астарты. Но благовония обязательно нужны. Вино ставите, благовония окуривайте. Вот так вот проносите и читаете 6 раз. Это вам даст и страсть мужчин вашей профессии. Еще раз повторяюсь, есть танцовщицы, есть женщины, которые занимаются стриптизом. Они просто раздеваются, показывают свое красивое тело, не более того. Им этого достаточно. Но это тоже вызывание у мужчин определенной страсти. Понимаете, но сексуальный инстинкт, он очень сильный, он двигатель мироздания, никуда не денешься. Оно есть. Так вот, берете красную свечу. Сейчас я вам все объясню. Так вот, Яна здесь целую тираду, объяснение, все это написала к жрице любви. А я сегодня голову ломаю, говорю, ёкаламаны. Ну, не было такого. Какой же, чего, о чем они вообще? Я вспомнила, думаю, да, я дам людям нормальные, как там, дай света людям дай света, сказал я Чубайсу. А Светка ни в какую. Все, начинаем. Света просил человек. Света. Всего лишь света. Чтобы дали людям светы. Или как там их еще. Нет, простым людям, простым женщинам это проводить нельзя. Если вы не хотите подвергнуться насилию, не проводите. Потому что это пробуждает очень сильную сексуальность. Для вас есть очень много различных ритуалов, которые пробуждают сексуальность. Есть 1001 ночь, есть страсть Лилит, есть страсть Астарты. Берите, проводите. Но если обычная женщина, которая работает в школе или еще где-нибудь, такое проведет, очень может быть подвергнется изнасилованию. Зачем вы это делаете? Это же пробуждает звериную страсть. Ну, вы же не глупые. Ну, мужчинам я уже сказала, что надо делать. Все, отстаньте от меня. Желательно поднести ей гранату. Желательно гранату. Не обязательно, но желательно. Благовоние, вино и красная свеча.
Эту свечу используйте до конца, потом новую возьмите. Здесь зеленая, я извиняюсь, потому что я сказала, я не готова к этому ритуалу сейчас. На этой стороне пишите свое полное имя, на другой стороне название мужского органа. Вот прям так и пишите, 3 буквами. И нечего тут из себя строить святых. Все. Вы взяли, вы решили, стали на этот путь, и нехер из себя строить святых женщин. Все. Хотите, чтобы оно получилось, значит, делайте, как говорю. Ой, если я стесняюсь. Все. Значит, здесь пишите, например, там, не знаю, Гарпиня Дермидонтовна. С другой стороны, пишите это самое, которое на всех заборах написано. Значит, ставите вино, зажигайте свечу и читайте 6 раз. Сначала читайте одну часть 6 раз, потом вторую часть. Ну а как вы хотели? Вы хотите, чтобы все было по-честному? А по-честному и есть. Привлекайте то, что вам надо. А не уши и не глаза, а то, что вот вам деньги приносит. Вот это. От этого зависят ваши деньги. Вы же, конечно, извините меня, но я не люблю ханжество. Вот правда, значит правда. Значит, пишите, зажигайте эту свечу и начинайте. Сначала 6 раз говорите вот это, потом вторую часть. Вы поверьте мне, что сейчас все, которые охают, ахают, ой, да вы что, да как такое можно, да как не стыдно. Между прочим, хочу сказать, что в говногруппе, вот этой вот нашей любимой группе, они первые побегут записывать, потому что там очень много эскорт-ниц, очень много оказывающих эскорт-услуги. По их фотографиям видно, они же один раз выставляли голые фото свои. Потом кто-то нашел, по-моему, тот же наш этот Беззубый нашел на них, когда они были в ссоре, нашел объявление про них, что они там работают, про всех этих девок, которые сейчас сидят и его защищают. Так что вот эта группа самый первый пользователь моих работ. Да, Илона, не помнишь их фотографий всех? Особенно одна тут тоже в Москве с дочерью, когда выставила свои танцы-шманцы, вдвоем здесь работают. Ну, там в основном эскортницы. Поэтому они, да, вот они самые первые и будут записывать. Хоть они будут тявкать, но ой, вот здесь тоже многие, ой, как не стыдно, да как же так можно? И самые первые побежали записывать. Все, начали. А то у нас тоже одна, знаете, смотрела фильм, смотрела так, ой-ой-ой, как не стыдно, ой-ой-ой, как вот, ой, господи, какой срам, ой, не могу, ой, не могу. Я говорю, а что ты смотришь? Да я хочу посмотреть, как это закончится. Ой, срам, ой, как не стыдно. Нет, на один момент я вам все-таки расскажу. У нас родственники, живущие в Тбилиси. Очень уважаемая семья, хорошие люди, реально. Сейчас многих из них уже нет в живых, к сожалению. Тетя моего отца. Мы поехали к ним в гости. И, значит, сидят, чай принесли, кушать, все там поставили нам фрукты, кофе сделали, как положено. И сидят всей семьей, включили, значит, порно. И смотрят нормально, чай пьют, кушают, закусывают. Мама нас отвела в комнату быстренько и говорит, вы что творите? Вы с ума сошли, что вы смотрите? А что такое? Фильм смотрим, что здесь такого? Я этот момент не могу забыть, вот реально. Спокойно люди так кушали, так с аппетитом. Ну, фильм, а что, говорит, такого? Ну, фильм смотрим, что здесь такого? Всей семьей, значит, сноха, свекор, дети, муж, пофигу. Нормальная семья, адекватно здоровой психикой. Сейчас я включу эту хрень сюда и продолжим. Так, сейчас включу.
Все, на зарядку поставила. Мало народу в чате, потому что там 18+. Нужно подтвердить, что тебе есть 18 лет, тогда зайти. Но люди никак не могут понять это дело. Что всего лишь надо нажимать на кнопку «Да, мне есть 18» и зайти всего лишь. Все. Начнем. Точно. 6 раз читайте, когда вот поставили. Зажигайте свечу и говорите: «Славься, Астарта! Наведи на всех мужчин в округе страсть, чтобы вела их дорога только в мой дом». Или в наш ресторан называйте. Или в наш стриптиз-клуб называйте. Еще раз. «Славься, Астарта! Наведи на всех мужчин в округе страсть, чтобы вела их дорога только в мой дом». 6 раз сказали. Потом говорите основной ритуал. «О Матерь благодатного зверя, покоряющая мужские сердца, накинь на меня пелену очарования, тяни ко мне мужчин невидимой нитью, пробуди в них звериную страсть ко мне, открой их щедрость для меня. О Матерь благодатного зверя, дай мне их сердца и их монеты, а взамен получай их половую мощь и мужскую силу. Защити меня и мою жизнь от озверелой страсти. Сделай меня желанной для мужского рода и племени. О Иштар, Авеярум, Матхе, Висару». Я уж, теперь буду бояться к лифту выходить. Вот в чем дело-то. Нафиг. Надо, чтобы время прошло. Только завтра выйду. Сегодня точно не пойду никуда. Начали. А то как сейчас со всех сторон быки налетят. И давай сумкой отбивайся от их страсти. Ну, ладно уж, надо передать, так передаю. А что делать-то? Специально, так сказать, для работниц, для трудящихся любовного фронта. Пошли дальше. И 6 раз, и это еще раз читаю. «О Матерь благодатного зверя, покоряющая мужские сердца, накинь на меня пелену очарования, тяни ко мне мужчин невидимой нитью, пробуди в них звериную страсть ко мне, открой их щедрость для меня. О Матерь благодатного зверя, дай мне их сердца и их монеты, а взамен получай их половую мощь и мужскую силу. Защити меня и мою жизнь от озверелой страсти. Сделай меня желанной для мужского рода и племени. О Иштар, Авеярум, Матхе, Висару». Это древние слова, вызывающие страсть. Теперь, значит, первые клиенты этого ритуала, понятное дело, группа особого назначения со всеми этими, как их там звали-то, лаурами и кукусиками и бубусиками, которые вообще не бубусики, а совсем другие имена. Ну, у всех этих баб есть второе имя, профессиональное, так что неудивительно. Второе, это те, которые тут сказали: ой-ой-ой, как не стыдно, ой, блин, как же такое, ой-ой, ой, прямо вот неудобно, прямо как такое можно, и побежали записывать, потому что они как раз живут за счет мужчин. Третья категория – это женщины, которые работают в стрип-клубах, а их немало. Женщины, которые работают… Я вообще, честно говоря, вот завидую их выдержке, потому что это тело нужно сохранить красиво и не кушать ничего, это дисциплина, это очень непросто, потому что ты не можешь там трясти жиром, ты должна быть реально красивой, чтобы для тебя приходили. Четвертая категория – это танцовщицы ночных клубов, определенных мест и так далее, да.
Далее уже женщины, которые действительно этим занимаются. Вы знаете, я вам дарю это все, девушки. Но, честно, я просто плачу по вашей судьбе. Уходите вы из этой грязи, пожалуйста. Выходите. Там ничего хорошего нет. Там сломленная жизнь, оплеванная судьба. Выходите. Садитесь, подумайте, что можно по-другому жить. Я понимаю, что вы привыкли, общество вас не принимает, и многие из вас уже 100 раз попадались и в эту полицию, и уже как бы, ну, они уже привыкли, все это их жизнь. Но все же выходите ради своих детей, ради будущего. Выходите. Выходите. Потому что страшная эта судьба. Очень страшная. И я вас не осуждаю, и я вас не презираю, и я не отношусь к вам с презрением. Вы такие же люди, и мы не знаем, что вам пришлось пройти, прежде чем вы решились на такой шаг. Но это ваше право и ваше дело. Никто не вправе открывать свой рот, лишнее говорить. Действительно, не вправе никого оскорблять. Даже последнего человека на земле мы не вправе оскорблять. Мы просто говорим, да, есть такая профессия, она существует, и она стара как мир. И об этом нужно говорить, и нечего из себя строить, там, я не знаю, святош. Ой-ой-ой, не надо об этом, ой, это так неприятно. Это. Знаете, у нас в классе училась девушка, которая все время говорила, вот помните эти эстафеты, анкеты, кого ты любишь, сколько ему лет, какие у него глаза. И она все время себя, ой, давайте не будем, ну не по возрасту нам, знаешь, вот это про любовь говорить, ну давайте не будем. Потом как-то она не пришла в школу. Оказывается, она уже 4 месяца беременна. Но она была старше нас, оставалась на 2 года, потому что неуспеваемость у нее была. И вот с того времени я поняла, сколько скрытых на букву «Ш». Из себя строят таких святых. Ой, ой, ну хватит про любовь, вот это как-то не по возрасту, это, ну как-то неудобно, нам не присуще, не пристало. А сама, блин, нецелованная. Да такая нецелованная, что ей айс ночью принес и кинул, блин, сверху. Ага. Вот такие правильные люди, они самые конченые, которые могут быть. Просто. Я говорю вам, исходя из своего опыта. Даже женщина, которая продавала себя и так далее, даже презираемая всем миром и всем на свете, может в нужную минуту, в тяжелую, помочь тебе, забрать к тебе домой, то есть к себе домой, покормить, помочь деньгами. А может очень правильная дама пройти мимо умирающего, и чихать она хотела. Поэтому судите по поступкам людей. Вот что я вам скажу в заключении. Неважно, кто они, что они, где они работают, чем они занимаются. Поступкам. Если есть там душа, еще не все потеряно. Еще не все потеряно. На самом деле. Все остальное это все фигня и лирика. Не говорю абсолютно, что это хорошо. Еще раз говорю, это самый, казалось бы, легкий выход, быстрый и самый омерзительный, самый ведущий в бездну и во мрак, во все плохое, что существует на самом деле. Это страшная дорога. Поймите вы, дорогие женщины, это страшная дорога. Ничего хорошего там нет. И все эти шубы-бриллианты в этой, знаете, с этим обосранным сердцем и душой, ну, никак не сходится. Ну, не смотрите на их шубы-бриллианты. Женщина, которая такая толстенькая, полненькая, доярка, вышла замуж за тракториста и в своем маленьком домике с 6 детьми храпят и веселые, счастливые, намного счастливее, чем вот эти вот красавицы с холодными сердцами, золотыми волосами, с бриллиантами на пальцах и просто с обгаженной душой. Понимаете? Поэтому
Что я хочу сказать? Во многом мы виноваты, что они идут туда. Общество, бесчеловечное, жестокое общество, вместо того, чтобы помочь вытащить, может еще и попользоваться этой ситуацией. И если честно, если по мне, женщина, которая там стоит, она честно говорит, я себя продаю. А женщина, которая вся из себя такая святая женщина, святая, которая у всех мужиков, у того обманула, дачу забрала, у этого жизнь разбила, забрала все себе, переписала и выкинула его на улицу и так далее, она грязнее, чем та, которая стоит на трассе, которая без зубов, никакая, оборванная, все это. Она грязнее той, которая стоит и себя продает. Продает и не скрывает это. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот это вот ханжинские выкрики: ой, да что вы, как вы, ой, да не надо вот это все. Абсолютно не оправдываю, жалею их всем сердцем. Но в то же самое время хочу вам сказать, что путаны скрытые намного страшнее, чем те, которые честно об этом говорят. Вот что я хочу вам сказать. Потому что есть такие мрази, которые при хорошем муже, при заботливом мужчине, любящем, обожающем ее, такие так предают его со всеми, с кем попало, унижая его как мужчину, что думаешь, да лучше бы на трассе вот там хотя бы честно говорит она и цену, и время, и как, и так далее, понимаете? Хотя бы она не скрывает, хотя бы себя не строит какую-то благородную женщину. И вообще, вы заметили, что ярлыки вешают бывшие вот эти вот, которые, как баба Зина, никому не отказывали, добрые были. Потом они, вы знаете, задницу пристроят, с каким-нибудь бараном сойдутся, и вот он: ой, моя женщина, моя святая, и не то, что некоторые, и так далее. И потом как начнут: ой, у этой дочка гулящая, у этой потом... Я одной так сказала, и все мне, знаете, по кавказскому обычаю, взрослая женщина, как можно? Молчи, молчи, мама мне, значит, все ноги поотдавила под этим, под столом. Нажимает, мол, не надо говорить. Я говорю: слушай, ты вот всем ставишь вот эти ярлыки, а мне уже плевать. Я уже стала русская женщина, всех ставлю на место, мне чихать. Я, послушай меня, уважаемый, я, конечно, извиняюсь, но не ты ли вот писала моему деду, она говорила перед своей свадьбой: приходи, меня укради, деду моему женатому письма писала. Я говорю: это не ты писала моему деду письма: приходи, меня укради, пока завтра свадьбы нету, я тебе отдамся, я не хочу ему отдаваться. Я говорю: это не ты вот это делала? Знаете, у нас в селе, когда поссорились соседи, и он ей говорит: да ты гулящая, гулящая ты. А она такая: да чтоб ты помер, чтоб ты сдох. С кем я гуляла? Ты с кем меня видел? А он такой, знаете, так прям кулаком себе в грудь бьет и говорит: вот с этим парнем. С кем ты меня видел? Вот, говорит, с этим парнем видел. Понимаешь? Ну вот не надо себя строить святую. Рот закройте, сидите молча хотя бы. Вот. Да. В общем, поговорили мы, да, и посмеялись, и погрустили, но каждый человек сам делает свой выбор. Как ни крути, но оправдание можно найти любому. И наркоману можно найти оправдание, и таким людям, и пьющим. Каждый может свое оправдание что-нибудь найти. Но смысл всего этого только один. Или будешь сильным, или поддашься общему течению и пропадешь, просто погибнешь. Выбор за вами. Хотите, верьте в это, хотите, спорьте со мной. Но я вам еще раз говорю, выбор за вами. Какая у вас будет жизнь, это ваш выбор. Вот и все. Боги дают человеку выбрать. Нету такого понятия, что вот такая судьба, мы должны вот там быть. Нету такого понятия. У вас есть выбор. Если вы сделали выбор, то силы вам помогут здесь
себя найти. Если вы сделали выбор в эту сторону, значит, другие силы вам помогут там себя найти. Да, мораль сей басни такова. Раз уж вы вышли на трассу, то хотя бы не осрамите наше село. Хотя бы будьте лучше среди лучших. И вот вам покровительство Иштар. А мы с плакатами за вас болеем. Будем стоять и кричать. Вперед, песни наши девчонки лучше всех. А вообще, если хотите знать, наши девчонки были во главе империи вот именно такие вот девчонки. Но они сделали свой выбор. Они решили, что хватит с меня, теперь хочу сесть на трон. Надоело на трассах стоять и мерзнуть. Нехер. Здесь тепло, хорошо и вообще и кормят лучше. Все, дорогие друзья, я пойду. Всем удачи!